нашего первого спикера, замечательную женщину, отличного специалиста, очень интересного спикера. Это Рита Ашин. Рита, прошу вас. Большое спасибо, Юлия. Позвольте, я запущу свое видео тоже в русском чате. Всем привет, позвольте продемонстрировать свой экран. Итак, здорово. Я очень рада вас сегодня видеть сегодня вечером. Я говорю вечером, поскольку в Австралии уже вечер, но у нас студенты со всего мира, поэтому доброго времени суток. Итак, давайте начнем с самого начала. Меня зовут Рита Ашин. Я являюсь представителем лидерского совета и президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI. Да, длинный такой титул. У нас есть великолепные для вас новости. Поставьте единичку в чат, если вы меня видите и слышите. Очень прерывистый звук у нас из Австралии, проблемы с интернетом. Мы сейчас работаем в самой замечательной компании, которую я когда-либо видела. И хочу вас поздравить, себя и вас, с этим. Помните, что за интервью мы даем дополнительные очки, поэтому не стесняйтесь, поднимайте руку, мы с вами поговорим о предыдущей сессии, поговорим о домашнем задании. Надо будет, чтобы вы нам рассказали, почему вы вдруг захотели изменить свою жизнь. А также мы попросили вас прочитать биографию 3 выдающихся людей. Я вижу, очень много участников поднимают руку. Я уже чувствую, что сессия будет довольно интересной. Давайте послушаем первого нашего партнера. Кто это будет? В русском чате у нас есть человек. Хорошо, здорово. Давайте, кто подключился, пожалуйста, представьтесь. Андрей Зуев, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Как меня слышно? Алло, алло. Здравствуйте, да, слышно хорошо, говорите. Прекрасно. А меня видно? Просто у меня здесь как будто бы меня не видно. Нет, мы вас слышим. Вы нас слышите, отлично. Андрей Зуев. По партнерской программе являюсь консультантом, работаю 7 месяцев. Активно включился, скажем так, с января 2020 года. До этого времени наполнялся. Присматривался, был больше пассивным наблюдателем, чем активным. В этом году, в связи с тем, что началась программа «Марафон 260», которая каждый день вдохновляет и каждый день дает большой заряд энергии, мощной энергии. Поэтому я здесь и сейчас. Почему для меня важно, что я желаю изменить в своей жизни, да? В первую очередь, я желаю изменить именно свое состояние, которое будет меня ежедневно вдохновлять и вдохновлять людей, которые находятся рядом со мной. 100% это мое ментальное и физическое состояние, мое мышление как успешного человека, который может достигнуть все, что он мечтает. И этим самым позволяет
своим примером показать пример другим людям, что все возможно и все в наших руках. И для меня, естественно, важно, чтобы я был финансово свободным, чтобы я мог пользоваться всеми благами в нашей жизни, чтобы я эту жизнь прожил так, чтобы, ну, как сказал один из наших литературных авторов, чтобы не было бесцельно больно, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому для меня важно осознать, что здесь я смогу реально реализовать свои возможности и свои мечты. Что касается автора, которого вы нам советовали прочитать, для меня Ник Вуйчич является прям очень серьезным мотиватором, потому что именно этот человек, не обладая совершенно никакими физическими данными, ну, в плане физических возможностей, нет ни рук, ни ног, а есть только голова, и которая действительно светлая голова, который показывает всем людям, которые обладают всеми физическими способностями, как можно добиваться огромнейших результатов. И ему за это огромное уважение и респект. Человек не имеет ничего, можно сказать, физических данных. Другой бы человек на его месте, наверное, бы просто бы сдался бы и неизвестно, как бы закончил свою жизнь. Этот же человек имеет прекрасную красавицу жену, имеет 4 детей, имеет финансовое обеспечение, имеет признание со всего мира. Можно сказать, что он уже преуспел в своей жизни и сделал все, что необходимо, о чем многие здоровые люди только могут мечтать, и сидя на месте. Поэтому я считаю, что каждому из нас необходимо в первую очередь верить в себя, верить в людей, с которыми они живут, верить в то, что им дается, и верить в Господа Бога за то, что Он им помогает. Поэтому вот я реально счастлив, я благодарен каждую минуту, то, что я нахожусь в этом прекрасном марафоне, нахожусь в этой потрясающей компании с такими замечательными людьми, как все мы. И я уверен, что наша миссия будет долгие годы греметь на нашей планете, и о нас будет еще говорить наше будущее поколение, как о людей, как об астронавтах, которые создают этот новый мир, прекрасный мир, красивый мир и счастливый. Ну вот, вкратце так. Меня слышно? Алло? Да, вас слышно. Я просто хлопаю сейчас. Великолепная речь. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо, что поделились с нами этими впечатлениями. А как вам понравилось выступление? Поставьте 2, если вам действительно понравилось, и вы извлекли для себя большую пользу из этого выступления. Здорово. Действительно, Ник, он выдающийся личность. И для многих людей он служит действительно примером того, как человек, не имея каких-то особых, я даже сказала бы, ограниченный настолько в физическом плане, смог достичь таких высот. Так, у нас снова прерывается связь со стороны Риты. Попытаемся преодолеть это. Так. А если еще Сейчас возможность выступить полностью пропала связь желающим? с Ритой. У нас оборвалась связь. Сейчас мы переподсоединимся. Олеся, что ты говорила? Чтобы еще кто-то выступил, Да, да, есть из поделился? клиентского чата много желающих хотя бы одного послушать. Хорошо, сейчас. Давайте послушаем нашего итальянского студента, курсанта. Добрый день. Меня зовут Паскуале Ди Ронсо. Как меня слышно? Sì, la Я из провинции Казерта.
Занимаюсь этим бизнесом с апреля 2019 года. Начали мы все это с игры, затем с небольшой инвестицией, а теперь с февраля уже включились в марафон, чтобы изучать все больше и больше, как прийти к успеху и как же заработать миллион. Вы знаете, по правде говоря, мне иногда самому не верится, что у нас есть такие возможности, но после встречи на вебинаре с Андреем действительно вселяет в нас надежду, и мы пытаемся применить на практике все его советы, которые мы слышим и от Андрея, а также все, что мы слышим в марафоне. Что еще сказать? Что касается домашнего задания, мы пытаемся нашей группой выполнять все вовремя и в срок, потому что нужно еще не забывать, что у нас есть еще основная работа, но мы встречаемся и делаем вместе работу. Я всегда утром участвую в нашей утренней сессии, несмотря что я работаю, я всегда пытаюсь найти время, чтобы присутствовать на ней. Плюс, когда я посмотрела эти биографии 3 людей, как Ник Вуйчич, для меня это просто что-то из мира фантастики. То есть человек, имея большое желание, может достигнуть всего, что только он захочет. Для нас очень важно участвовать в этом марафоне, и также для меня волнительно, когда я только подумаю о эвенте 19 октября 2020 года. Мы всегда привлекаем больше людей, организовываем встречи, и все потихонечку у нас растет наша сеть, наша команда. Это мой опыт, которым я бы хотела с вами поделиться. Сейчас мой ранг — это менеджер, и я смог достигнуть этого ранга несколько месяцев назад. А сейчас я должен заниматься также и другими делами. Поэтому мы должны помнить, что я только с января начал заниматься именно так серьезно этой работой, посвящать свое время этой компании. Поэтому спасибо за ваше внимание и желаю всем хорошего, отличного дня. Да, спасибо большое, спасибо за то, что поделились с нами своей историей. Вновь же, вот вам еще один человек, которому понравилась биография Ника Вуйчича. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь в чате. Поставьте мне 3, если вы прочитали биографию Ника. И пока вы это делаете, давайте посмотрим, может, еще кто-нибудь сможет поучаствовать в нашем интервью. Отлично. Кто-то говорит, он мой пастырь. Ничего себе. Хорошо, давайте послушаем еще одного человека. Это был великолепный уикенд. Я уверен, что вы зарядились энергией и хотите поделиться этой энергией со всеми нами. Поэтому поднимите, пожалуйста, руку, чтобы мы видели, что вы хотите говорить. И кто с нами будет сегодня говорить? Так, у нас несколько сразу человек активировали свой микрофон. Один из них — это Пол Каргер, но также у нас есть Дивия и... Ребята, давайте определимся с кем-то одним.
Это Пол говорит. Рита, как слышно? Да, вас хорошо слышно. Продолжайте. Модератор, будьте добры, деактивируйте микрофон у одного из слушателей, да, поскольку сразу два источника звука. Хорошо, мы оставили Пол Каргер из Брисбена, Австралия. Привет, Пол. Привет, как дела? Все хорошо. Когда послушал субботний вебинар, меня переполняют эмоции и энергия. Меня зовут Пол Карген, еще раз повторюсь, я из Брисбена. Да, хорошо. Итак, давайте пройдемся по нашему контрольному списку касательно домашней работы. Ну, причина, по которой я хотел изменить свою жизнь, я хотел стать лучшей версией самого себя, лучшим человеком, построить хорошую команду. Я бы сказал, даже такую армию по всему миру. Вот моя цель. И я уверен, что смогу достичь поставленной перед собой цели благодаря этому бизнесу. И также хотелось бы изменить свои диетические, скажем, предпочтения, а также позаботиться о своем здоровье. Переехать в другой дом, и я думаю, что бизнес мне в этом поможет. Мы хотели бы купить землю, и чтобы эта земля осталась навсегда наследием нашей семьи, чтобы она никогда не была продана. Чтобы у нашей семьи всегда был какой-то фермерский участок, куда они могли прийти, отдохнуть, поработать. Наверное, как какой-то аналог нашей дачи. И мне уже почти 70 лет, и, казалось бы, уже давно пришло время наслаждаться заслуженным отдыхом. Ну, знаете, не всегда получается достичь финансовой свободы к этому времени. Мы пытаемся это сделать. И я Ника Вучича уже дважды видел лично, и всякий раз, когда мы его слушаем, видим, слезы наворачиваются на глазах. И это живой пример тому, что нельзя искать для себя каких-то отговорок или причин что-то не делать. Вот человек, у которого, казалось бы, не было никаких возможностей, смог такого достичь. И я пригласил всех из своей, уже переходим к следующей теме, я пригласил всех своих клиентов из базы данных, из своего списка контактов на субботний вебинар, поэтому могу сказать, что внес свой вклад в улучшение мира, уже только за счет того, что пригласил максимальное количество людей на наш субботний вебинар. Какие-то еще вопросы у вас есть, Рита? Пол, невероятно. Спасибо большое, что вы поделились с нами своей историей. Может, дадите какую-то рекомендацию для других участников? Пол, ты еще на связи? Да, Рита, вы просто то появляетесь, то пропадаете. Да, я прошу прощения за это. Меня выбило и из русского чата тоже. Ну, ладно, попытаемся и преодолеть эту сложность. Пол, какие у вас есть рекомендации для наших партнеров? Ну, в целом. Я уже долгое время, несколько лет работаю в этом бизнесе, и хотелось бы поблагодарить Андрея Федоровича за то, что поделились с нами этой возможностью. Это лучшее из того, что я видел до сих пор, особенно возможности в области финансового, инвестиционного образования, а также инвестиционных возможностей. Я уже свыше 20 лет работал на рынке недвижимости, и могу вам сразу сказать, что да, действительно, на основании своего опыта могу сказать, что все, что говорится на наших образовательных курсах, все отражает действительность, и просвещайтесь, образовывайтесь. Хорошо, спасибо, Пол. Я хотел бы поблагодарить всех участников, которые сегодня выступили. К сожалению, я потеряла нашу русскоязычную аудиторию.
ну, уже время перейти к следующему нашему спикеру. Его зовут Стюарт Уитни. И я уже сама отключусь, чтобы полностью передать контроль Стюарту. Стюарт, вам слово. Рита, большое спасибо. Для меня большая честь, и я очень благодарен за то, что у меня есть возможность выступить сегодня перед вами, и за то, что я в целом работаю в этой организации. Стюарт, а не могли бы продемонстрировать свой экран, вывести презентации? У вас уже есть слайды? Да, я сейчас их вывожу на экран. Может, модератор сможет вывести слайды на экран? Давайте презентацию запустим в англоязычной комнате. Итак, меня зовут Стюарт Уитни. Я менеджер по партнерской программе потребительского сообщества NEMI. Я являюсь выпускником тренинга Мастер Профи, а также являюсь совладельцем глобального инвестиционного портфеля и являюсь частным инвестором. Я по образованию морской биолог, и я очень заинтересован в устойчивом развитии нашей планеты, сохранении окружающей среды для будущих поколений. Меня попросили поговорить о социальных СМИ, о социальных сетях, как в преддверии уже следующего спикера. Итак, когда мы говорим о социальных сетях, мы должны быть честны, быть самими собой и создавать свой собственный бренд. Люди не хотят в целом знать, сколько вы знаете, они хотят видеть, что вы проявляете заботу. Поэтому, пожалуйста, будьте честны в своих стремлениях помочь другим людям. Используйте все доступные социальные связи. Например, Facebook, он очень подходит, и Instagram подходит для коротких таких, не то что коротких, а кратковременных переписок, в то время как YouTube это скорее такой долгосрочный инструмент, LinkedIn это более профессиональная сеть, поэтому всегда сначала изучите, какая аудитория в социальной сети. И могу вам сразу сказать, 95% пользователей сетей используют мобильный телефон для этого. Например, в Фейсбуке у нас в основном женатые пары с детьми. И по статистике 35% мужчин используют Facebook для новостей. Это очень много в Фейсбуке у нас людей, которые закончили, имеют высшее образование, имеют средний и выше уровень доходов. И те, кто зарабатывают в среднем 75 тысяч долларов в год. Также еще пару интересных фактов о Фейсбуке, что 85% используют видео с выключенным звуком. Поэтому очень много людей, их напрягает тот факт, что видео запускаются автоматически, поэтому ставьте в настройках, чтобы звук был выключен по умолчанию. Также по статистике 120 миллионов людей постоянно
проверяют свой аккаунт, смотрят новости, смотрят, какие обновления, какие посты размещают их друзья. Примерно 65% это уже следующая социальная сеть Инстаграма. Это люди, которым меньше 35 лет. 73% людей говорят, что Инстаграм – это лучший инструмент, чтобы узнать информацию о каком-то новом продукте. Также Инстаграм используется для различных акций, промоушенов. 130 миллионов аккаунтов в Инстаграме, они имеют привязанную кнопку, на которой, щелкнув, можно сразу получить информацию о каком-то новом продукте. От 28 до 30 минут ежедневно люди могут проводить в Инстаграме. Пост, который получит наибольше кликов, наибольше посещений, это пост, который имеет географическую привязку, геотег. Также очень интересное нововведение было использование хэштегов. Пожалуйста, тоже ими пользуйтесь им. Следующая наша социальная сеть – это YouTube. Примерно 70 и больше процентов пользуются YouTube. Примерно 60% это мужчины. 91% это от 16 до 21 года аудитория. 35-65 лет группа – это самая быстрорастущая демографическая группа. Миллениалы, назовем их 35 лет и меньше, они предпочитают YouTube по сравнению с традиционным телевидением. Например, парни, они больше смотрят различные стримы на YouTube, а девушки, они больше смотрят различные вещи, посвященные моде и красоте в целом. Более 70% видео, которые люди просматривают в YouTube, только подумайте, это видео, которое рекомендует алгоритм самого YouTube. Там специальный искусственный интеллект, который определяет ваши потенциальные вкусы и предпочтения. Поэтому всегда, когда вы просматриваете видео, это уже формирует приблизительный список воспроизведения со стороны алгоритма. Примерно уже следующая социальная сеть это LinkedIn, профессиональная социальная сеть. Примерно 64 миллиона студентов по всему миру являются активными пользователями этой сети. Из них очень большая часть это женщины. 37 миллионов из них это миллениалы, которые занимают довольно высокие должности в своих собственных организациях. Это означает, что они могут влиять на мнение своих сверстников, на мнение других представителей той же возрастной группы, как в плане совершаемых покупок, так и в плане совершаемых инвестиций. Поэтому LinkedIn – это скорее не место, где мы размещаем мемы и прочие там какие-то смешные вещи, как мы это делаем в Инстаграме и в Фейсбуке. Это скорее площадка, где люди могут найти
информацию о каких-то рабочих проектах, о вакансиях, должностях. Могу вам сказать, что примерно 100 с лишним миллионов вакансий постоянно размещается, ежегодно размещается на этой социальной платформе, этой социальной сети. Поэтому обязательно используйте должные хэштеги, чтобы точно выйти на ту информацию, которая вас интересует. А также, если вы хотите, чтобы вашу страницу просматривали, обязательно необходимо разместить профессиональный портрет самого себя, то есть не просто фотографию там из семейного альбома, а именно иногда стоит даже прямо взять и заказать услуги профессионального фотографа, который бы сделал вам профессиональный портрет. Теперь переходим к русскоязычным социальным сетям. ВКонтакте. Это самая распространенная сеть в русскоязычном мире. Иногда еще называют русской версией в Фейсбуке. Это 2,2 миллиарда посещений в месяц. И россияне используют в 4 раза больше ВКонтакте, чем Facebook. 75% посетителей ВКонтакте имеют возраст менее 34 лет. 70 миллионов активных пользователей, которые посещают ВКонтакте и даже тратят деньги на покупку различной продукции и услуг. И даже часто могу сказать, что в России в 2 раза больше мобильных телефонов, чем самих людей. И примерно 60% посещений ВКонтакте происходит как раз-таки через мобильный телефон. Также в ВКонтакте есть специальные алгоритмы, которые генерируют трафик. И еще один вам совет, если хотите что-то найти, тоже используйте в поисковике ключевые слова. И пребывание на страницах ВКонтакте в среднем, на 12 минут дольше, чем, назовем, в западном мире. То есть ВКонтакте удерживает своих клиентов чуть дольше. 40 миллионов сообщений в день приходит от клиентов через ВКонтакте. И для нас, будучи потребительским сообществом, мы обязательно должны присутствовать на всех платформах, социальных сетях и максимально использовать все преимущества, которые предлагают социальные сети, естественно, с учетом аудитории, которая пользуется этими социальными сетями. Поэтому изучите целевую аудиторию, изучите их предпочтения и определите, какая сеть подходит в вашем случае больше всего. Мы можем и должны доминировать в социальных сетях и подключать все больше и больше пользователей в нашу великолепную организацию. И я уже говорил, что для меня это большая честь работать в этой организации и, более того, выступать сегодня перед вами. И сейчас я хотел бы уже передать слово своему следующему коллеге, следующему спикеру, Эндрю 12tree, у которого огромнейшая сеть, который использует социальные СМИ с максимальной для себя выгодой и пользой
Вы знаете, вот вы говорите, что вы такой типичный представитель австралийского акцента, а я говорю, что я, наверное, еще больше, еще с еще большим акцентом говорю, поэтому постараюсь говорить медленно, чтобы наши переводчики за мной успевали и хорошо меня понимали. Действительно, 99 или даже больше процентов моего времени как раз-таки я уделяю работе в социальных... простите, 99% моих людей в моей структуре как раз-таки они пришли из социальных сетей. Поэтому можете представить себе значение социальных сетей в моей работе. Я президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, частный инвестор, международный спикер. Очень много езжу по миру и очень много рабочих командировок. Давайте перейдем к следующему слайду. В котором говорится, а как же использовать социальные сети для продвижения своего бизнеса? У меня довольно сильный YouTube-канал. Использую возможности этого канала по полной. Так что же такое социальные сети? Как я это понимаю? Это прежде всего люди. И это возможность поговорить с людьми. Выйти на них. Это как, знаете, вы идете по улице и вдруг встретили человека и говорите: «О, привет, как дела?» И вы заводите дружбу с этим человеком, заводите с ним отношения. Примерно то же самое происходит и в социальных сетях. Но нельзя преувеличивать. Нельзя подойти к человеку и сразу сказать «привет» и сразу же говорить ему о бизнесе. Необходимо сначала с ним поговорить, поскольку вы должны построить с ним отношения, дружеские отношения, и только потом уже переходить непосредственно к бизнесу. Например, я задаю такой вопрос. С кем бы вы хотели поговорить или послушать в социальных сетях? Как правило, людям нравится там человек, у которого, например, вот вопрос, да, представьте, что у вас есть с одной стороны выбор, да, с одной стороны человек профессионально выглядит, там, какая-то такая фотография в костюме, может быть, он в офисе своем, или, например, человек, который неопрятно одетый, заросший. Естественно, мы инстинктивно захотим поговорить с человеком, который выглядит как профессионал. Поэтому, если вы хотите строить бизнес онлайн, задумайтесь о такими вещах. Также есть такие, назовем их, факторы влияния, которые сразу располагают человека к вам. Да, сразу как харизма или авторитет. И если вы, например, являетесь авторитетом, да, в своем окружении, то, естественно, люди будут к вам прислушиваться. Также взаимность. Очень важный компонент. Если вы, например, чем-то помогаете людям, то они потом чувствуют немного себя обязанными, да, помочь и вам в чем-то. И где-то вам, может, пойдут навстречу. Так, дайте мне одну секунду, я кое-что хочу здесь поправить. У меня почти закончилась батарейка. И очень часто мы можем размещать какие-то мотивационные посты. Это тоже очень часто располагает людей к вам и могут затем прислушиваются к вам. Также вы можете, что еще можете сделать? Вы можете делиться какой-то новостью, да, и провоцировать большое обсуждение этой новости, да, причем с привлечением каких-то экспертных мнений. И это сразу создает атмосферу профессиональности.
еще одним приемом может быть создание заинтересованности, интриги, а также срочности. Когда вы создаете какой-то пост, вы, например, можете говорить, что вот я 3 дня хранил молчание, готовился там к этой новости, и потом вы эту новость размещаете. То есть за счет создания такого дефицита и срочности вы уже можете привлечь дополнительное внимание к своему посту, к своему сообщению. Так, давайте перейдем к следующему, значит, слайду. Вот он. Угу. Также, кем же необходимо быть в социальных сетях? Вы должны быть харизматичной, авторитетной личностью. И если вы авторитет, вы уже можете преподавать, учить. Но для этого вы должны определиться с целевой аудиторией. Кого вы хотите учить? Кто тот идеальный человек, который хотели бы заполучить свою команду? Вот вам совет. Посмотрите на успешных людей в этом бизнесе. Хорошо? Выберите того, кого вы хотели бы получить свою команду, и смоделируйте их личность. Например, я хочу получить 20 хороших мотиваторов в свою первую линию. Поэтому я смотрю, какой же этот идеальный профиль мотиватора и пытаюсь подобрать именно этих людей. При этом у вас должен уже быть готовый маркетинговый материал, видео, готовый контент. И когда я говорю о конкретном каком-то человеке, их может быть много. Это не один человек. И вы, выйдя на этого человека, вы можете через него выйти на большое количество людей, которые похожи на него. И это как будто вот лампочка зажигается. И в данном случае вы становитесь человеком, не за которым охотятся, да, который сам охотится. Перефразируем по-другому. Не человеком, когда вы что-то ищете, а люди будут искать вас. Это же намного проще, когда люди приходят к вам, а не вы постоянно кого-то ищете. Естественно, для этого необходимо будет научиться, например, как делать видео, как редактировать видео, как сделать видео привлекательным для аудитории. Итак, как же должен выглядеть наш личный профиль в социальных сетях? Дам вам пару советов. Во-первых, у вас должны быть хорошие фотографии. И не обязательно фотографироваться на фоне Эйфелевой башни, чтобы выглядеть круто. Вы можете выйти в сад, например, выбрать хороший пейзаж, и все равно фотография хорошая получится. Не обязательно ездить по всему миру, чтобы получить хороший снимок. И не обязательно придерживаться стандартного какого-то формата, чтобы это обязательно было под прямым углом. Иногда можно немножко креативность применять, сделать это под углом. Представьте, что вы ведете как реалити-шоу по телевидению. Давайте перейдем сразу к тому, что недопустимо в личном кабинете. Если вы постоянно делаете бизнес-посты, бизнес-сообщения, постоянно бизнес. Это как будто вы смотрите телевидение и постоянно 30 минут у вас будет реклама, получается, и только 5 минут само реалити-шоу. Поэтому иногда между своими бизнес-сообщениями вставьте какие-нибудь интересные, провоцирующие любопытство у людей сообщения. Избегайте этой сухости. Итак, хорошую фотографию – это обязательные условия. Контент, мотивационные, вдохновляющие цитаты, но
не переусердствуйте. Также вы можете делать репосты интересных статей, которые бы было актуально для вашей целевой аудитории, естественно. В нашем случае, например, как зарабатывать из дому, или мы работаем на инвестиционном рынке. Поэтому вы можете сказать, что хотите зарабатывать там пассивный доход. Вот у меня есть пару стратегий, которыми я хотел бы с вами поделиться. Естественно, мы работаем в нашем случае с сетевиками, то, возможно, вы можете предложить там секреты общения с людьми, да, или, например, секреты обработки недовольства или там возражений, да. Создаете красивое видео, чтобы люди вас хорошо видели, хорошо слышали, чтобы они смогли с вами познакомиться, как будто вы их личный друг. И это работает, поверьте, когда я еду куда-то, например, на какое-то мероприятие, офлайн мероприятие, ко мне подходят люди, которых я никогда раньше не видел. И я извиняюсь, говорю, извините, я вас не знаю. Они меня там обнимают, пожимают мне руку. Но они это делают, потому что я как будто их близкий друг, благодаря моим усилиям онлайн, благодаря моей работе в социальных сетях. Настолько тесные у нас с ними отношения сформировались. Также помните, что в социальных сетях есть такая возможность, как история, рассказывание истории. У вас будет где-то, представьте, что у вас длинная история, да, но вы помните, что в социальных сетях вся история не публикуется. Публикуется пару предложений, а потом необходимо развернуть эту историю. Поэтому очень интересный, самый интересный посыл, слова, предложения должны быть как раз сосредоточены в первых предложениях, чтобы зацепить человека. Поэтому мы называем это зацепкой. Также это можно поддержать, сопроводить хорошей, интересной фотографией, которая и зацепит внимание человека, чтобы человек захотел щелкнуть на это и посмотреть, что же это такое. А уже в следующем блоке вы постепенно завлекаете человека все глубже и глубже, уже с учетом интересов, предпочтений вашей целевой аудитории. Например, речь там идет о мужчине среднего возраста, который застрял на своей скучной работе, который, может, имеет какой-то опыт в сетевом бизнесе. И, например, постоянно вынужден ездить там по полчаса, по часу на свою работу из пригорода в город. И расскажите им, что из этого порочного круга можно выйти, что у вас была такая же ситуация или такая же ситуация была у ваших знакомых, и затем вы нашли выход из ситуации, что есть выход из ситуации, что вы можете зарабатывать дополнительно, иметь источник пассивного дохода, который обеспечит вам финансовую свободу. И выбор есть, просто его необходимо сделать. И затем вы можете постепенно уже переходить к мечтам и желаниям. И уже в конце мы говорим о действиях. Но мы говорим, что не переживай, я помогу тебе принять эти действия. У меня есть материалы, у меня есть презентация, у меня есть PDF, который как раз подходит к вашей ситуации. Я готов вам сделать этот выбор. Поскольку если у вас этот план этот есть разработанный, вы преподнесете свой материал должным образом, человек сам захочет выйти на вас и начать задавать вам вопросы. А как же это сделать? И вы начинаете ему рассказывать, вы формируете доверие, но действуйте профессионально, чтобы человек видел, что вы знаете, о чем вы говорите, что вы авторитет в своем деле, что у вас та информация, которую они так долго искали. То есть вы своего рода
проводите собеседование. А готовы ли они к тому, что вы будете их спонсором? Потому что, как правило, люди, они когда слушают любого представителя сетевого бизнеса или когда им предлагают какую-то шикарную возможность, они постоянно ждут подвоха. Сядут, сомкнут руки, да, в таком жесте, который означает, что они уже блокируют себя. Но это все можно преодолеть за счет профессионального поведения, за счет авторитетного преподнесения материала. Так, у нас еще есть материал для вас. Еще пару минут осталось. Давайте перейдем к следующему пункту. Как же нам привлечь внимание аудитории? Если вы знаете свою целевую аудиторию, это ключ. Вы знаете, как привлечь их внимание. Вы должны предоставить им контент, который они хотят видеть. Все очень просто. Если речь идет там о 48-летнем мужчине, который имеет уже какой-то опыт в сетевом бизнесе, разработайте контент как раз-таки для этой возрастной группы, для этой демографической группы. Вы можете разработать контент для матерей-одиночек, которые хотят изменить свою жизнь. А что они хотели бы узнать? Вы должны заблаговременно об этом подумать. Естественно, необходимо провести определенное исследование, с кем вы разговариваете, и использовать индивидуальный подход к каждому своему потенциальному клиенту. Ну, конечно, я говорю индивидуальный подход, это образно говорю, потому что у нас не одна мать-одиночка. Мать-одиночек может быть тысячи, или там 48-летних мужчин, которые застряли на своей скучной работе, их тоже могут быть целая армия. Поэтому когда вы им говорите о чем-то, не давайте им сразу полный ответ, заинтригуйте их, чтобы они начали задавать вам вопрос в поисках этого полного ответа. Вы узнаете в результате вашего общения, какие у них проблемы, какие у них мечты, желания. Вы поделитесь своими проблемами, трудностями и мечтаниями. Это помните, мы говорили о взаимности. Помните, мы говорили о том, как рассказать свою личную историю пару сессий назад. Это очень мощный инструмент. Хорошо рассказанная история. Мы очень часто используем ее. Вы можете сказать, я тоже был когда-то инженером. Я почти 2 часа посвящал тому, что ехал на работу и возвращался с ней. Вставал очень рано, постоянно сидел на телефоне, подвергался стрессу. Все время. Все уже уходили из офиса, а я все еще часа 2 сидел, доделывал работу, которую я не успел или не успели там мои коллеги. И это не позволяло мне проводить время с моей семьей. Но что я узнал? Я узнал, что есть бизнес, которым можно заниматься на стороне, который определит ваше будущее. Видите, вы, рассказав личную историю, вы показали, что вы такой же человек, как и он. Хотя у меня есть несколько историй. У меня есть история про инженера, у меня есть история про сетевого маркетолога. Естественно, необходимо быть честными, надо найти свои собственные истории. Но я уверен, что у нас у всех много историй. Например, если вы говорите свою историю как бывшего инженера и говорите с электриком, то электрик, он автоматически будет подставлять себя под вашу историю. Вы будете рассказывать свою историю, а человек будет представлять себя на этом месте. Поэтому... И понимаете, когда вы говорите человеку что-то делать, обычно первая реакция человека не делать это. С какой стати мне делать что-то, что мне приказывают? Поэтому вы не даете четкие инструкции, а вы рассказываете про себя. Естественно, человек подставляет себя в вашу историю, и у него появляется желание делать, выполнять те советы, которые вы ее даете. У нас также необходимо будет сейчас вам объяснить домашнее задание. Кстати, прежде чем мы перейдем к домашнему заданию, может, у нас есть какие-то вопросы? К сожалению, я только английский чат вижу.
Хорошо. Тогда давайте, я буду следить за вопросами. Давайте поговорим о домашнем задании. Номер 18. Какое же у вас будет домашнее задание? А именно, создайте личную страницу, свой профиль. Так вот, вопрос. Страница или личный профиль? Если вы не собираетесь заниматься рекламой, сделайте личный профиль. Я на самом деле сделал оба, потому что я хочу заниматься рекламой на более позднем этапе. Но, ребята, можно построить империю чисто на личном профиле. Если хотите узнать, как сделать красивую, привлекательную страницу, можете поискать, погуглить меня. И можете посмотреть, у меня есть профессиональный баннер, который $30, кстати, стоил. Это не дешевое удовольствие. Я показал преобразование, путь трансформации от инженера к предпринимателю. Страница выглядит очень профессионально. Там можно посмотреть 8 фотографий, которые взаимосвязаны. Я где-то говорю там на сцене. И еще одна фотография я и люди, которых я встретил по всему миру. Если посмотрите мой контент, он актуален, он релевантен. Там мотивационные, вдохновляющие видео, там посты, которые любопытные, интересные посты. Также вы можете смотреть мои истории, которые я там размещаете. Не обязательно брать 100%, как они там размещены, можете адаптировать и использовать как базу для своих историй. И еще такой совет, не используйте кошек и собак на своих вот их баннерах, используйте что-то более профессиональное. Можете обратиться к профессионалам, к дизайнерам. Оно не будет стоить очень дорого, но и копейки тоже, конечно, стоить это не будет. И когда делаете профессиональный портрет, улыбайтесь. Не надо быть таким очень строгое лицо такое. Поскольку... Но и улыбка не должна быть такая слишком уже, знаете, в 32 зуба. Два-три поста в день, не больше. Также периодически размещайте видео. Делайте видео. Я вот всегда себе ставлю задачу сделать все возможное, но чтобы у меня было видео. Вы можете видео даже записать на мобильный телефон. Если не получилось, перезапишите. Я помню, что я свое первое видео, которое сделал, мне стыдно за него было. Я помню, поставил iPhone на дерево, как на штатив, и попытался записать. Потом батарея закончилась, потому что у меня много было кадров, много попыток было. Я уже думал, что все, классное видео получилось, целый день потратил, а потом пересмотрел его на Ютубе, и меня чуть не вытошнило от качества. Поэтому это очень кропотливая, усердная работа. Работайте над этим. Но если когда оно получится, это будет... Отдача будет просто немыслимая. Поэтому всегда пытайтесь сделать видео так, чтобы все-таки люди поняли, какой ваш основной месседж, который ваш основной посыл. Поэтому, например, вы чему-то новому обучились, возьмите, пропустите это через себя, придайте свое что-то в этом видео и разместите его, как будто вы преподаете этот материал. Потому что
всегда найдутся люди, которые этого не знают. Или знают, но в меньшей степени, чем вы знаете. И они услышат это от вас. То есть вы для них станете тем авторитетом, тем учителем, преподавателем, на которого люди будут смотреть, к которому люди будут обращаться. Вы можете, например, взять видео, которое вы записали в Фейсбуке, немного его отредактировать и разместить его в Ютубе. Также следующий мой совет это и ваше домашнее задание это добавлять 5-10 друзей ежедневно. Вопрос, а каких же друзей тогда добавлять? Друзей, которые... Друзья это те люди, которые входят в вашу демографическую группу. Сетевики, профессионалы, люди, которые работают. Не надо просто добавлять всех, кто вам присылает запросы на добавление, поскольку есть специальные алгоритмы, боты, которые это делают. Поскольку если вы будете принимать запросы на добавление, вы весь день проведете в том, чтобы потом отсортировать ботов от неботов. Например, пройдите к какому-нибудь сетевому лидеру, да, на социальную страничку, посмотрите, кто комментирует у них. Посмотрите личную страницу тех, кто комментирует. Посмотрите, профессионально ли сделана их страница, какой у них баннер, соответствуют ли его интересы вашим интересам. Если это тот профиль, тот человек, который вы считаете будет хорошим потенциальным членом вашей команды, вот что необходимо сделать. Найдите пост, который вам понравился в комментарии, поставьте сердечко или лайк и пропишите что-то значимое. Не просто «О, здорово, я согласен», а прям в ответ напишите пару предложений и нажмите «Вот». Да? А затем только отправьте ему запрос на добавление в друзья. Я гарантирую вам, что вы можете это делать от 20 до 30 раз даже в день, если вы действительно посвящаете много времени этому. И я вам гарантирую, у вас будут друзья-профессионалы. Это и происходит. Вы заводите друга. То есть, а как завести друга? Вы сначала должны его рассмешить, а потом рассказать ему 3 вещи, которые у вас общие. Это просто общий совет, да, как заводятся друзья. И вот когда я когда в Чикаго, как я завожу дружбу, с какой шутки, как я заставляю людей рассмеяться, я говорю, что я слышал, что когда прекращает дуть ветер, с неба падают коровы. Ну, это их местная шутка, поскольку там очень сильные ветра и там, ураганы и прочее, и такой стереотип создался, что якобы падают коровы с неба, когда ветер прекращается. То есть я уже рассказал ему шутку, если эта шутка прошла, это уже первый шаг. Затем мы ищем, что у нас общего, а затем мы постепенно рассказываем им свою историю. Слушаем, какие мечты и трудности у него, вы рассказываете свои. И это информация, которую вы можете использовать, поскольку вы уже знаете их потребности и их мечтания. И вы говорите, а как же, что ты делаешь, чтобы реализовать эти потребности, эти мечтания? То есть вы уже действуете на его подсознание. Вы спрашиваете, как вы собираетесь выйти из этой ситуации или как вы собираетесь достичь этой цели? А вы потом ему говорите, а у меня есть способ. И они просто засыпят вас вопросами, как это сделать. Поэтому вы должны их заинтриговать, спровоцировать их любопытство. А затем вы закинули удочку и все, прекратили разговор. Они сами скажут, так чего, продолжай, говори, как же это сделать?
И также следующая ваша задача — подписать на 5 тематических групп. Довольно громкое слово «тематически». Что же тематически? Давайте посмотрим, какое его определение. Это группа с целью, целевая группа. Например, это может быть группа по криптовалюте. Или это может быть какая-то инвестиционная группа. Поскольку в этих группах будут люди, которые, возможно, будут люди с интересами, которые мы хотим видеть у своей целевой аудитории. Если, например, я слышу, как мне люди говорят, что мне не с кем поговорить, я говорю, неправда. Есть миллионы людей в социальных сетях, где можно выйти на людей, и у вас потом отбоя от них не будет. Просто необходимо уметь это делать. Помните, ставим лайк, открываем их профиль, смотрим. Не надо проходить через их список друзей. Смотрите именно комментарии. И смотрите, что вас зацепило больше всего. И оставляйте значимый свой комментарий. Когда вы комментируете чей-то комментарий, у вас всегда будет обратная связь. Это как пить дать. Это очень-очень мощный инструмент. Если у вас если вы этому научитесь, а это навык, которому можно научиться, который можно развить, вы можете построить целую империю онлайн, даже не выходя из своего дома. Я знаю, о чем говорю, потому что я сам это сделал. Итак, уже пару минут я занял лишнего времени. Итак, значит, создать личную страницу, профиль. Начинайте наполнять свою страницу контентом, который бы отвечал интересам вашей целевой аудитории. Не надо размещать мотивационные видео один за другим или делать мотивационные посты. Разбавляйте их, добавляйте друзей ежедневно, реальных людей, профессионалов из различных кругов. И когда вы это делаете, ребят, проверяйте их профиль. Если они друзья со Свигом, из людей со Свига, или там Неми, идите на других людей, ищите свежих людей. Например, если 50 друзей у человека, и все они в Неме, то вы зря теряете время. Они уже в системе, они уже в организации, уже они знают. Ищите новых людей. Люди думают, что это страшно. Это не страшно. Начинайте это делать, вам это понравится. Я вам скажу, если вы это сделаете небольшое видео, будете комментировать у комментариев людей, я гарантирую, ваша структура будет расти. Естественно, вы будете делать ошибки, не бойтесь делать ошибки. Учитесь на своих ошибках. Так, я пытаюсь посмотреть, что у нас тут в английском чате пишут, к сожалению, но же русский я не вижу. Может, давайте я пытаюсь... Большое спасибо, что слушали меня сегодня. У нас будет еще одна сессия примерно через 7 часов. Вместе со Стюартом буду тоже выступать на вечерней сессии. Пожалуйста, наверстайте то домашнее задание, которое вы еще не сделали. Сделайте его. Спасибо еще раз, что были с нами. Хорошего вам дня, вечера, в зависимости от того, где вы находитесь. Берегите себя.